Приветствую! В этом видео хочу показать, что в зимнее время тоже бывают термики. Ну как в зимнее время? Это видео было снято в конце февраля. И в это время солнце уже активнее светит и продолжительность дня увеличивается. И если погода позволяет, то можно поймать восходящий поток. На самом деле для открытия сезона еще рановато, просто погодные условия благоприятствовали образованию потоков. Это малоснежная зима, слабый ветер и нет облачности. Солнце может прогревать поверхность. Конечно, в этом видео я покажу самый динамичный отрезок, когда я смог найти, отцентровать и подняться за счет восходящего потока. Но перед тем, как попасть в термик, я минут 20 висел над полем и находился в таком подвешенном состоянии, где вроде воздух держал, но подняться вверх не получалось. Вроде как были восходящие потоки, но слабые. Как говорят планеристы, цеплялся за нули. Сейчас на видео я уже нахожусь в термике. Сначала оно будет слабым, его вертикальная скорость будет небольшой. Но дальше с набором высоты поток сформируется и его скорость увеличится. Значит, записал звук вариометра и вы можете слышать его пиликанье. Можно летать без звука, но с ним комфортнее. Не нужно уже заострять свое внимание на показаниях ОСД, меньше напрягаешься, приятнее летается. А с высоты видно, что на земле местами лежит снег, но он уже начинает подтаивать, земля и поле начинают под солнцем прогреваться. И этого хватает, чтобы планер уверенно поднимался вверх. Конечно, это не летнее время, за этот полет мне попалось только 3 подобных термика, все остальные были намного слабее. Если в летнее время ты летаешь, то выбираешь и привередничаешь, выискивая из подходящих термиков хороший восходящий поток. То тут приходилось цепляться за любой плюс и ноль. А в данный момент получилось отцентровать поток, и я накручиваю высоту. Этот момент для планеристов самый приятный. Чем выше ты забираешься, тем больше у тебя будет время на планирование. Это как запасенная энергия. Ты ее можешь разменять на скорость или время полета, а можешь разменять на пройденное расстояние. Чем выше у тебя высота, тем больше у тебя возможностей. Наверное, вся изюминка в том, что планер может набирать высоту без мотора, используя только воздушные потоки. В общем, обрабатывать поток несложно, это даже интересно. Главное найти этот поток. И вот это самое сложное, найти термик. Если ты научишься определять и находить потоки, то считай, ты уже умеешь летать на планере. А если сможешь предугадывать возникновение потоков, то ты уже прям хорошо летаешь и можешь часами держать планер в небе. Сейчас видно, что скорость потока начинает увеличиваться, и это вызывает восторг. Просто смотря на прогноз погоды и выезжая в поле, я только предполагал, что потоки будут. Но термик с такой вертикальной скоростью в это время года для меня неожиданность. Приятная неожиданность. В этом потоке вертикальная скорость будет доходить до 3 метров в секунду. Это приличная скорость. Конечно, бывают потоки в 5-7 метров. Встречается только не реже. И конечно, не в такое время года. Так что я доволен, буквально за 3 минуты уже накрутил 100 метров. Вообще, этот полет для меня сложился удачно. Помимо того, что получилось найти хорошие восходящие потоки, так время полета и пройденное расстояние тоже оказались приличными. Сейчас выведу статистику полета. Время полета получилось 2 часа и пройденное расстояние в 71 километр. Даже не всегда в теплое время получается сделать такой результат. Хотя пару раз, когда было активное развитие погоды, я садился от того, что просто уставал так долго летать. В общем, этот полет оказался неожиданно интересным. Хотя, с другой стороны, были трудности, с которыми еще приходилось бороться, такие как ограничения по высоте, так как в этот день на высоте в 750 метров была граница очень сильного ветра, который как нож срезал термики и не давал подняться выше. Да и сами термики были редкими. Видимо, сами трудности сделали этот полет таким интересным, а еще за зиму я, конечно, соскучился по таким полетам. Видимо, поэтому у меня такой восторг от полета. В общем, подытожу, если погода располагает к образованию термиков, то можно летать на планере вне сезона. Даже если на улице отрицательная температура,
Это не преграда для полетов. Так, я надеюсь, что у вас не закружилась голова от моего видео. Надо будет в будущем чередовать направление спирали. На этом вроде все, что хотел сказать. Так что помолчу. Ну, вот, собственно, и все. Выше подняться у меня не получится. Я, конечно, еще буду пытаться забраться повыше, но я на тот момент еще не знал, что наверху дует очень сильный ветер, который просто не дает подняться выше.